Всем привет, дорогие зрители! У нас в гостях Егор Васильев Флемми. Здравствуй, Егор. Привет. Хотела задать тебе такой вот вопрос. С момента подписания контракта с Нави ты был самым молодым игроком в команде. С приходом Симпла эта роль досталась ему. Существует ли в команде, так сказать, дедовщина? Можешь ли ты позволить, так сказать, дать леща молодому игроку, который может в чем-то оплошать? Ну, учитывая, что у нас разница в несколько месяцев, то я не думаю, что можно сказать, что он молодой, а я старый. Но чувствуешь ли ты себя ветераном, так сказать, команды? Нет. Не чувствуешь, да? Как тебе вообще организация турнира, всего мероприятия? Ну, как всегда, очень хорошие на Старладере. Они делают максимальный комфорт для игроков во всем. И в этот раз это не исключение, и все очень хорошо и классно. Расстроился, что все-таки турниры прошли не в Китае? Нет, лететь не надо 10 часов. Перелеты Да. напрягают, да? Я поняла. Какой тебе вообще турнир запомнился? Вот такой яркий турнир с командой Нави. Первый мажор, где мы попали в финал в Румынии, DreamHack. Тогда для нас это было, очень неожиданный результат. И, в принципе, если бы мы его выиграли, было бы вообще замечательно. Но это самый запоминающийся турнир для меня лично. 2016 год для команды Нави стартовал довольно-таки ярко. Это была победа на DreamHack Leipzig, Контрпит Лига, второе место на MLG Columbus и второе место на DreamHack Мастер Мальма. Что случилось на данном турнире? У вас какой-то был спад на Е-лиге, третье-четвертое место. Что произошло на этом турнире? Почему команда показала довольно-таки плохой результат, провал? Потому что для команды Нави это недопустимо. Ну, мы сделали замену перед этим турниром. Я бы сказал, не очень хорошо подготовились. Тренировок было не так много, и они не были плодотворными. У нас в голове было такое, что на бумаге, например, наш состав там один из самых сильных в мире, и, возможно, каждый про себя там думал, что мы легко выйдем, выиграем там китайцев и Героик, Астралис, и просто спокойно пройдем дальше в плей-офф с мыслями, что мы уже там. Мы, проиграв первую игру, почувствовали очень большое давление и просто не смогли с этим справиться уже в следующей игре. Ну, у вас был буткемп с СК Гейминг, с бразильцами, с лучшей командой, я бы сказала. Она выиграла последние два мажора, и это дало какой-то буст в вашей игре, вашим тренировкам? Проблема была в том, что это не был буткемп больше, а больше было промо-акции. Мы постоянно снимали видео, практически не тренировались, буквально 1-2 дня. И SK Gaming хоть и лучшая команда, но они играют заменой, пока Фер лечится. И Showtime это далеко не Фер, и их результаты с ним показывают, что это далеко не лучшая сейчас команда, пока его нет. Сколько у вас было таких глобальных тренировок с командой, чтобы подготовиться к этому турниру? Ну, мы играли неделю перед турниром. Из этой недели дня 2 так, как это, лайтовые тренировки. И дней 5, думаю, нормальных, плодотворных тренировок все-таки было. То есть времени, по сути, было вообще мало для тренировок перед таким турниром, событием? Да, но я считаю, что мы проиграли этот турнир не только из-за того, что мало тренировались. Даже с такими тренировками мы могли рассчитывать на куда больше, чем последнее место.
Вот я видела, Старикс рассказывал в своих видео, что вы, бывает, боретесь там с какой-то дизморалью методом медитаций каких-то совместных. Так ли это вообще, или как вы боретесь с... Ну, не то чтобы, ну, есть и медитации, но в основном, если какая-то плохая обстановка или плохая мораль в команде, то приходит наш психолог, ну, и менеджер Женя, и он как человек, эксперт в этих вопросах, помогает решить все проблемы. То есть у вас есть, так сказать, командный У психолог? нас есть, да, менеджер, параллельно психолог. Я поняла. А ну, что-то по медицине, то есть вашим здоровьем тоже как бы контролирует его, нет? Ну, он дает советы, конечно, типа, как правильно питаться, как правильно режим соблюдать, но мы... Но это не строго, это так чисто. Ну, я бы сказал, напутствие. кроме Вани это никто не соблюдает. Я поняла. Вот я вижу, что там Гитрайт приносит какого-то медвежонка на всякие турниры, как талисман. Там, у некоторых тоже что-то себе ставят перед монитором. У тебя есть ли какие-то талисманы? Ну, у меня их много разных было. Так, в основном это есть один хомячок, который появился в прошлом году, и с ним, не знаю, просто так, ну, как талисманчик, не знаю. Я его просто всегда с собой беру и ставлю перед клавиатурой. А так иногда могу что-нибудь еще поставить, подарок какой-нибудь. А, то есть это просто как, чтобы чувствовать себя более уютно на турнирах. Ну да. Ну, а хомячок как талисман. Я поняла, хомячок просто талисман. То есть ты с ним как бы не выигрывал ничего, чтобы он стал для тебя талисманом. Ну, изначально он приносил победы и вторые места, но сейчас что-то его поменять надо. Я поняла. Так, вопрос извне. Вот мы все знаем, что у тебя есть девушка, она играет в профкоманде тоже. Ты ей даешь какие-то советы, ты ее учишь, помогаешь? Обращается ли она к тебе за советом? Ну, она обращается, но так я чуть-чуть иногда ей что-нибудь подскажу, а так она сама играет в основном. То есть нет времени уделять и себе время в плане игры, и ей? Не, ну я помогаю, чем могу, но я не такой, типа, там, как тренер или что-то типа такого. Просто помогаю. Иногда говорю, что не нужно делать, и все. Что тебя мотивирует на победу? Эмоции финальной игры и эмоции победы, после победы на турнире. Ты эмоциональный человек, да? Нет. Но А как тебе удается то быть таким ощущение, спокойным там, во время поражений, допустим? ну, это со временем лечилось, можно так сказать. Ну, не знаю, вылечилось ли. Я просто стараюсь, не знаю, забыть и сразу же, как вот проиграл, пойти, пожать руки и потом уже, Абстрагироваться от этого. да. Я поняла. Есть ли в современной про-сцене команды, с которыми матчи являются принципиальными для команды Нави? Ну, любая команда из топ-4 – это уже принципиальный матч. И обычно это всегда интересные игры. Так что, ну, конкретно прям самым принципиальным такой команды нет. Раньше это были СК. Мы постоянно с ними попадались в одной группе. У нас всегда там были дополнительные раунды. И, То есть к этим играм вы готовились? ну, не то, что готовились, но просто как это было Эль-Классико в КСе, Нави СК. Каково играть с Симплом в команде? Как команда отреагировала на уход Зевса? Но учитывая, что это было достаточно командное решение, то отреагировала она нормально. Почему вы вообще решили, что вот Зевс должен уйти? Ну, вот как это произошло? Ну, это произошло на Е-лиге перед игрой с Fnatic. У нас был разговор, в котором каждый высказывал свое мнение о том, что делать дальше. И ну, более-менее команда вся решила, что лучше будет сделать замену.
И так получилось, что это стал Зевс. Вот кто сейчас лидер в команде, кто вот как капитан себя показывает? Ну, Зевс последний, не знаю, год не был капитаном. Он мог приносить какие-то моральные, там, ну, помогать иногда Стариксу, но в основном всегда капитан на протяжении года или чуть меньше это Старикс. Все раунды он придумывает, и во время игры тоже он говорит. Но сейчас с введением правила от Valve эту роль возьмет на себя Денис. Вероятнее всего, если там не отменят его. Денис и до этого был в Нави капитаном еще, когда ну, года два назад, я еще тогда не играл, но в том составе, когда у Зевса что-то не получалось, на роль капитана был Денис на протяжении там нескольких турниров. У него очень развит язык, и он много разговаривает во время игры, и, в принципе, все должно быть нормально. То есть, если он будет капитаном, то особо его игра не просядет, потому что он может и направлять команду, и, в принципе, играть. Ну, даже если его игра и просядет, то не особо сильный, и с этим был и взят Simple, чтобы как увеличить индивидуальный скилл команде, которого не хватало у Зевса именно вот и в игре. Угу. Как вообще вот проходят твои вот будние дни, когда вам нужно тренироваться? Как это все происходит? У вас есть какое-то время, в которое вы собираетесь все и начинаете тренироваться? Ну, в последнее время мы собираемся в час где-то дня, играем до 6-7, там тренировка, разбор, праки и так далее. А потом с 7 часов у нас 8-7 свободное время, и каждый его проводит так, как хочет. А какой ближайший будет буткемп для всей команды? Поскольку у нас будет турнир в Москве, эпицентр это в октябре после Нью-Йорка, то нужна виза Guardian, он сейчас будет ее делать заранее. И буткемпа перед Америкой у нас не будет, но после Нью-Йорка будет буткемп в Москве перед эпицентром. А есть ли разница между домашними московскими ланами и выездными турнирами, соревнованиями? Сейчас просто, если даже не считать московский, ну там в Украине или Беларуси турнир, разница только в том, что за тебя больше болеют и поддерживают, а все остальное остается на одном уровне высоком. Все команды, для меня лично нет разницы, кроме поддержки. Ну, это же разный часовой пояс, то есть это разве не мешает при выезде? Ну, когда турнир в Америке, то приезжаешь за несколько дней, и за это время успеваешь адаптироваться, и проблем с этим нет. Проблема только от длительности перелетов. То есть ты тяжело переносишь перелеты? Ну, не особо. Я нахожу, чем заняться в самолете, но если за последние несколько месяцев мы уже раз, 10 летали в Америку, и это просто усталость сказывается. А бывает ли такое, что вот просто не хочется играть? Или вот не летит, и вот нервы сдают, и вот просто не хочется садиться за компьютер? Да нет. То есть у тебя не присутствует такого? Не приходится себя, допустим, заставлять играть? Ну, иногда, если много праков сыграл, то просто не хочется играть прак, но чтобы там не хочется играть долгое время, нет, такого нет. Что для тебя стало толчком вот в киберспорте, чтобы ты занимался этим делом и держался на плаву? Мне было лет 8, я играл с братом двоюродным в 1.6 на карте Pool Day или как-то так. Ну, мы просто играли 1 на 1, и мне нравилось. Просто я любил игры разные, а тут пострелять можно и с братом поиграть. И после этого я скачал Source, поиграл в него некоторое время. Нашел там каких-то друзей на пабликах
мы узнали, что такое, ну, есть турниры какие-то по играм. Мы туда приезжали 2 на 2, 5 на 5, просто играли, проигрывали, но нам нравилось играть. Я как играл, наверное, чуть лучше, чем они, меня потихоньку брали в разные команды. Даже лучше начали играть, выигрывали какие-то турниры маленькие в Сорсе. И тогда ну, уже было понятно, что это как киберспорт, и потихоньку начала развиваться, и я играл, и вот доиграл. Не доигрался. Был ли человек, который тебя поддерживал, говорил, что нужно, то есть был всегда с тобой рядом? Нет, говорили, что не нужно, не нужно. И это были родители, наверное. Ну, бабушка там в основном. Дед верил, говорил, что типа за компьютерами будущее и так далее, и поэтому не особо меня ругал, но И что же сейчас говорят твои родственники, наблюдая за всем этим? ну, гордятся, наверное. Наверное. Ну, гордятся. Часто вообще видишься с родными? Ну, у меня их немного, поэтому часто. Во что ты играешь, кроме CSGO? Вот где ты там, бывает, зависаешь? Может, там какой-то ходс или что-то? Нет, я какой-то играю другой шутер? в футбольный менеджер. Там надо руководствовать командой и что-то типа такого. Ну, не знаю, как объяснить. И в фифу играю иногда. Больше, ну, периодически играю в Overwatch, в Доту. Так, местами, но редко. В основном я играю в футбол-менеджер. После тренировок или во время турниров, когда свободное время. Чего нам ожидать вообще от команды Нави? Будет ли... Я думаю, после этого провала будет какая-то серьезная тренировка, серьезный разбор полетов. Ну, просто будут более дисциплинированные тренировки, более лучшая подготовка и, надеюсь, ожидать побед. Симплу все нравится, он там не саботирует спокойную игру и адекватно. Нет, ему все нравится. Это его мечта была, играть за Нави, и он ее достиг. И, надеюсь, вместе с ним мы достигнем и выполним, сделаем нашу мечту. Это выиграть мажор общую, выполнимый, и придем к этому. Ну, вы просто мало тренировались. Действительно, столько изменения стрельбы, звуков. У вас в команде новый игрок. Тяжело было, наверное, адаптироваться. Ну, да, но это не особо отговорка. Вот как тебе, кстати, звуки у фармганов, у пистолетов? На уши не давит? Да нет, нормальные звуки, но типа громкие очень стали, а так с Юспа мне нравится звук, а с остального так, просто нейтрально и все. Тяжело ли стало тебе стрелять после нового патча, связанный со стрельбой, с трейфами? Да нет, я особо не заметил разницы. Единственное, что вроде как типа поточнее стало стрелять, и пули летят первые точно туда, куда ты стреляешь, а не мимо. Что бы ты хотел видеть вообще в нововведении в CSGO? Что стоит изменить в игре? Не знаю, Тебя все устраивает? да. Ты под все можешь адаптироваться быстро? Ну да. Ну лишь бы не добавляли, не знаю, новых ганов каких-нибудь типа револьвера. Бесполезно вообще. Да. Револьвер еще. Та ненужная штука. И напоследок, что бы ты сказал вообще начинающим игрокам? Вот что бы ты посоветовал им? Не знаю, терпение и никогда не сдаваться и верить в то, что у тебя все получится. Хотя, конечно, в России сейчас это не знаю, что должно произойти, и что попасть в хорошую команду это невозможно практически. Почему? Ну, у нас и так нет команд, кроме нескольких, а
сейчас люди там так мыслят, что просто вот, допустим, тебе сейчас 15 лет, ты нигде не играешь, у тебя шанса куда-то попасть практически нету. Ну, московских ланов их нет. Больше такой системы, ну, есть, но там, типа, никто ничего не смотрит туда, всем без разницы на них. Это раньше, типа, мы приезжали все на лан, смотрели все, кто как сыграл, и их брали в команды. А сейчас они играют там, создают только свои команды. И если вот у них только со своей командой что-то получится, тогда у них есть шанс. А так, допустим, попасть сейчас даже в Team Spirit или какие-нибудь там Феноменон, не знаю, даже туда это чудо. Конечно, может случиться, но А сколько вообще времени должен тратить игрок, чтобы у него что-то получалось? ну, Вот минимум. сколько ты изначально играл времени? Ну, у меня просто, типа, странно было так. Я когда попал играл в USSR, это вот Dota Team команда, я там вообще не играл в КС тогда. Ну, играл час, может, два. Ну, там особо и не тренились, и это. Просто как-то так складывалось. Меня еще, даже когда я там играл просто, меня уже тогда звал Blade в команду, но я тогда не пошел первый раз, помню. Еще они тогда Courage Gaming были. А так я играл по 2-3 часа. Иногда много играл, иногда мало. Ты помнишь свой первый состав по CSGO? Ну, первый именно состав, это мы тогда устроили шоу на Стар-серии, можно сказать, нас оттуда кикнули. За что? Эта команда была Бисекс называлась. Сейчас там играл я, Кос, Убик, Ханатка. И, по-моему, пятый был ЛК или Спикер, честно, не помню. Мы шли 0-7 на Стар-серии. И в матче с Непами один раз в одном раунде там Кос взорвал себя случайно, а в следующем раунде Убик взорвал себя специально. И нас просто кикнули оттуда. Это так прям было видно, что он сделал это специально? Ну да, он остался один, кинул всех Зачем? АЕВ, но не знаю, мы 8-0 проигрывали. Просто так сделал. У него 1 хп остался. А разве запрещено, что ли? Ну это типа неуважение к турниру было или что-то типа такого. Весело. Просто они-то подумали, что мы 2 раунда подряд себя взрываем специально, а там просто так получилось. Но это были не читы. Нет, 8-0 шли... проигрывали. А, Ну мы там просто случайно туда вышли. Ну как, изначально-то мы вообще туда, по-моему, я даже не помню, как там оказались. ты помнишь, через сколько команд тебе пришлось пройти, чтобы оказаться в Нави? Ну, если не считать там каких-то миксов и семи-про команд, то через 4 полноценные команды. Это через 3. USSR, Team, ну это Flipside сейчас, и Hellraisers. По очереди я там играл. Что ты чувствовал, когда тебе предложили войти в состав Нави? Ну, я играл несколько месяцев всего в Hellraisers. Мы тогда, на самом деле, мне тогда нравилось играть там. Мы даже как тогда на тренировках, помню, по сути, практически никому не проигрывали, даже перед мажором. Всех выигрывали, но какое-то вот, не знаю, проклятие тогда началось у Ангела. С тех пор он так и не вышел на мажор, и тогда мы проиграли откровенно слабым американцам CLG, и ведя 13-2. И проиграли бразильцам, которые Фалину тогда еще, когда они не особо котировались как сильный соперник. Для всех, как мы решили, что изначально, что нужно играть дальше, типа тренироваться, но ко мне подошел Денис, по-моему, не помню, кто первый, сказал, типа, не хочешь играть за нас? Я особо не думал, сразу согласился, потому что, ну, Нужно какие было бы ни бежать. были отношения, и как бы не нравилось играть, я понимал, что это совсем другой уровень.
И шансов того, что я могу достигнуть с Нави, намного больше, чем чего бы я мог достичь с Hellraisers. И я не знаю, что было бы, если бы я тогда не согласился. Но это был такой, так сказать, толчок на самом деле. Играть лучше, показать себя в Ну новом да. составе. Что ж, с вами был Егор Васильев, Флэми, Диана Шока. Всем пока.